Андрей Ломачинский. Записки судмедэксперта. Метанол на опохмел. В продолжении темы об индивидуальной чувствительности нельзя обойти отравление. Много чего интересного в медкриминалистике и их расследований. Чаще всего это случаи, когда состава преступления нет. Отравления неумышленные. Взять хотя бы отравление метанолом. На вид чистый спирт. Бахнул 30 грамм, навсегда ослеп. Махнул полста, кони двинул. Метанол – младший брат этанола, винного спирта. В организме они оба перерабатываются одним и тем же ферментом – алкоголь-дегидрогеназой. Только если при употреблении винного спирта продуктом этой реакции будет ацетальдегид, дрянь порядочная, но не смертельная, разве что вызывает головную боль с похмелья, то продукт распада метанола куда серьезней – формальдегид или токсичнейшая муравьиная кислота. Она блокирует окислительные процессы на молекулярном уровне, и клетка задыхается, несмотря на полноценное обеспечение кислородом. Так вот, у некоторых людей, у совсем-совсем незначительной части населения, алкоголь-дегидрогеназа дефектная. Такие люди практически не имеют похмелья, но пьют мало, так как быстро пьянеют и особого удовольствия от пьянки не получают. А еще они известны тем, что могут без особого вреда хряпнуть метанола. Их неполноценный фермент не может зацепить его маленькую молекулу в достаточных количествах. А сам по себе метанол не токсичен и оказывает лишь легкое наркотическое действие, наподобие обычного алкоголя. Правда, в силу крайней редкости, феномен врожденной толерантности к метанолу практически не изучен. Известен случай, произошедший с подобным уникумом на Дальнем Востоке. Пограничникам, обслуживающим громадные прожектора на китайской границе, что светили через Амур, одно время выдавался метанол для протирки контактов и оптики. Именно метанол, потому как обычный спирт они безжалостно воровали и, понятно, пили. На каждой точке висел плакат с черепом и костями, предупреждающий, что метанол – яд. И вот один солдат случайно бахнул на опохмел метанола вместо остатков купленной на ближайшем хуторке самогонки. И ничего. Своим открытием он поделился с сослуживцами. Результат оказался плачевным. В ночь того же дня в роту был срочно вызван дежурный по части офицер. Среди личного состава роты им был обнаружен 1 бухой и 4 трупа. Все, ЧП. Буди всех, от Ваньки взводного до комдива. Они уж пусть сами отзваниваются тем, кто уголовное дело по этому поводу заведет. Дело, конечно, завели, да и расследовали его весьма тщательно. А того солдатика в хмелю мигом потащили в ближайший медпункт, куда срочно вызвали полкового врача. Прибежал военврач и давай лечить погранца. Несмотря на абсолютно нормальное, в смысле просто пьяненькое, самочувствие и здоровое состояние его организма. На всякий случай, от греха подальше. А знаете, чем отравление метанолом в самой острой фазе лечат? Этанолом. Водкой по вене. Точнее, разведенным обычным медицинским спиртом. Тогда эти спирты начинают конкурировать за фермент их расщепляющий, и яда в организме производится куда меньше и медленней. Шансы на выживание повышаются. Да только слегка переусердствовал военврач. Так напоил бойца, что тот едва не скончался от чрезмерной алкогольной интоксикации. И оказалось, что зря столько алкоголя ввел. Когда пришли анализы, то подтвердилось чудо. В организме этого уникума метанол практически не ферментировался, хотя в его собственной крови оказалось его полно, концентрация, надежно перекрывающая смертельную. Вот так 2 раза бойцу бухнуть на халяву пришлось. И посадили бы того горе-солдатика за преднамеренное отравление сослуживцев, если бы не это смягчающее обстоятельство. Только благодаря своей дефектной алкоголь-дегидрогеназе и жив остался, и от статьи отвертелся. Кстати, выдачу метанола сразу прекратили. Уж лучше пусть спирт воруют.
Для нормальных-то людей метанол – яд, хоть и соблазнительный.